Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале Советы для дома, и в этом видео я хочу вам рассказать, как отмыть эмалированную кастрюлю внутри от черноты и налета. Смотрите, какая у меня кастрюлька. Она у меня уже достаточно старенькая и, как видите, достаточно черненькая. Для того, чтобы ее отмыть, мне понадобится 1/4 стакана самой обычной пищевой соды. Ну, примерно 1/4, может, чуть больше насыпала. Так, берем любую емкость и высыпаем соду туда. Дальше сюда нужно добавить 2 столовые ложки перекиси водорода. У меня самая обычная перекись водорода. И сюда же добавляем пол столовой ложки средства для мытья посуды. Теперь эту массу нужно хорошенько перемешать. Должна получиться у вас однородная кашица. Вот такое средство у меня получилось для чистки. Оно у меня достаточно жидковатое, поэтому я сюда буду добавлять еще соды. Ну, еще где-то чуть меньше столовой ложки. Ваша цель довести вот эту вот массу для чистки до такого кашеобразного состояния, чтобы такая густоватая немножко была. У меня смесь жидковатая, поэтому буду добавлять еще соды. Каждый раз нужно хорошо перемешивать массу. Смотрите, вот такая вот паста для чистки у меня получилась. Она уже не жидкая, с ложки не стекает. Вот, собственно, ей я уже и буду приступать к чистке кастрюльки. В кастрюлю нужно просто взять и высыпать всю вот эту полученную массу. Теперь просто возьмите и рукой распределите вот эту всю пасту для чистки по стенкам кастрюли. Вам нужно всю кастрюльку обмазать этой пастой. Я уже всю кастрюльку внутри обмазала. Вот так вот у меня получилось. Теперь нужно в таком состоянии оставить ее от 20 минут до 1 часа. Ну, зависит от того, насколько грязная у вас кастрюля. У меня прошло полчаса. Теперь нужно взять влажную губку и можно приступать к чистке. Давайте я вот с этой стороны буду пробовать. Смотрите, там, где не сильный был налет, то там отлично очищается, то есть оно у меня практически уже чистое стало. Очень хорошо очищается. Я немного смочу мочалку водой и продолжу тереть кастрюлю. Когда закончите чистку, кастрюльку просто нужно ополоснуть под теплой водой. Вот такая кастрюлька после чистки пасты у меня получилась. Если у вас кастрюля не сильно грязная была и не сильно старая, тогда после пасты она у вас будет уже прям белоснежная. Покуда у меня кастрюлька уже достаточно старенькая, то я продолжу чистить ее. Для этого мне нужно набрать в нее воды. Наберите столько воды, чтобы она закрыла внутри весь черный налет, который есть в эмалированной кастрюле. Теперь нужно поставить кастрюлю на газ. После того, как вода в кастрюле закипит, выключаете под ней газ и берите лимонную кислоту. Дальше понемножку добавляете лимонную кислоту в кастрюльку. 1 ложка у меня была и 2. Хорошо каждый раз перемешивайте. Я вот на эту кастрюлю 2 ложки столовой лимонной кислоты добавила. Теперь нужно оставить так на 1 час. У меня уже прошел час. Воду вот эту с лимонной кислотой я просто выливаю в раковину. Смотрите, какая у меня кастрюля. Ну, я не могу сказать, что она прям сильно белая стала. Такая же, как была, такая осталась. Дальше нужно почистить кастрюльку еще обычной пищевой содой. Насыпьте немного прямо вот в нее и влажной мочалкой потрите. Я думаю, у меня уже вот эти все серые части отбелить не получится. Это был мой максимальный результат. Потом просто прополосните кастрюлю от соды и от лимонной кислоты под проточной водой. Можно с моющим средством для посуды еще ее помыть. В общем, хорошенько ее вымойте. Итак, давайте покажу, что у меня получилось после чистки пасты и после чистки лимонной кислотой.
Кастрюлька стала гораздо белее, чем была, но до прям белоснежного состояния отмыть, конечно, не удалось, потому что она у меня уже очень старая, и варилась в ней уже, что ли, только в ней не варилась. На ней здесь даже вот небольшой скол есть. Вообще, эта эмалированная кастрюля – это сталь, сверху покрытая слоем эмали. Если кастрюля дешевая, тогда один слой эмали, если кастрюля немножко дороже стоит, тогда она покрывается несколькими слоями эмали. Первый слой эмали называется грунтовый, а все остальные называются покровными. И вот в моем случае вот эти вот покровные слои эмали, они просто потихонечку постирались уже в процессе готовки, в процессе эксплуатации этой кастрюльки. И главное, не чистить такие эмалированные кастрюли с помощью абразивных каких-то средств, нельзя их чистить металлическими щетками. Также во время готовки не пользуйтесь металлическими приборами, потому что они тоже портят эмаль. Если в кастрюльке появляются сколы, то готовить в них уже нельзя, потому что, по сути, это металл, который во время готовки будет вступать в реакцию с вашей едой, которую вы готовите, собственно говоря, в этой кастрюле. Но выкидывать такую кастрюлю сразу не нужно, в ней можно мыть овощи, использовать ее для каких-либо других там хозяйских целей, да, то есть кастрюлька обязательно может где-то еще пригодиться. У меня эта кастрюля, как я уже сказала, очень старая. Если у вас кастрюля новая и такая еще не затертая, тогда результат после такой чистки, которую показала я, у вас будет просто идеальный, кастрюля будет просто белоснежная. Вообще эмалированная кастрюля считается экологически безопасной, в ней можно не только готовить, но и хранить пищу. Главное правильно за ней ухаживать, и при бережной эксплуатации, если не будет никаких сколов, то такая кастрюлька вам прослужит очень долго. Ну вот, друзья, теперь вы знаете, как очистить эмалированную кастрюлю внутри от черноты. Если видеоролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, впереди еще очень много интересного, а я на этом буду заканчивать. Всем пока!